Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Сегодня я для вас приготовила несколько выражений, которые нередко можно услышать в русском языке. Активируйте субтитры, если они вам нужны, а мы переходим сразу к делу. Первое выражение – попасть в точку. Попасть в точку значит угадать. Сказать или сделать именно то, что нужно. Точно подметить суть. То есть так часто говорят, когда чей-то ответ или замечание, или рассуждение максимально близки к истине. Например, мы с подругой обсуждаем, чем закончится сериал, и я довольно точно угадываю концовку. И вот тут она мне может сказать: «Ничего себе ты в точку попала!» То есть ты угадала, чем закончится этот сериал. Или меня поздравляет друг с днем рождения. Желает мне всякого приятного. И я понимаю, что это не просто общие фразы, а что-то такое, чего мне и правда хотелось бы, чтобы мне желали и чтобы оно исполнялось. И он это в своем поздравлении подчеркнул. То есть попал в точку с пожеланиями. Сказал именно то, что мне хотелось бы в тот момент услышать. И я ему на это могу ответить: спасибо большое, ты прям по всем пунктам попал в точку. А еще можно сказать просто «в точку», без глагола «попасть». Например, в случае с сериалом можно было бы сказать: «Ничего себе, ты прям в точку все описала». Или с поздравлением: «Спасибо большое, по всем пунктам прямо в точку». Следующее выражение – «стоять на своем». Стоять на своем значит отстаивать свою точку зрения и не менять ее, даже если с тобой кто-то не согласен или пытается тебя переубедить. Это выражение может использоваться как с положительным, так и с отрицательным оттенком. Например, человек уверен в своей правоте, и поэтому он стоит на своем, то есть он отстаивает свое мнение. Но при этом человек может быть откровенно неправым, но из-за своей упрямости он продолжит стоять на своем, и с ним будет бесполезно спорить. Примеры. Мы долго обсуждали эту проблему, но договориться так и не получилось, потому что каждый стоял на своем. В споре он всегда стоит на своем. Его почти невозможно переубедить. Родители хотели, чтобы Вика выбрала другую профессию, но она стояла на своем и решение не изменила. Следующее выражение – не без удовольствия. Не без удовольствия значит с удовольствием. Так можно сказать, когда вам что-то нравится, но не настолько, что вы от этого в восторге. Например, я не без удовольствия поела вчера на ночь глядя, но лучше бы, конечно, не ела. То есть вы говорите о том, что удовольствие от еды вы получили, но организм вам, наверное, за этот ночной прием пищи спасибо не сказал. Поэтому лучше бы вы не ели. Или наоборот, вы можете быть в восторге от чего-то, но по какой-то причине не хотите вот так явно выражать свой восторг. И поэтому говорите как бы немного с иронией. Я не без удовольствия смотрел на то, как мой соперник проигрывал. То есть, конечно, ты смотрел на это с большим наслаждением. Еще пример. После долгого и тяжелого рабочего дня он не без удовольствия растянулся на диване с чашкой горячего чая. Следующее выражение – «как карта ляжет». «Как карта ляжет» значит «как сложатся обстоятельства», «как получится». То есть все будет зависеть от случая. Например, какие планы на выходные? Пока только сходить в спортзал, а там как карта ляжет. Может быть, и в кино схожу. То есть будет зависеть от настроения, от желания, от того, не появится ли у меня срочная работа. В общем, от любого фактора. Еще примеры. Вообще мы планируем запустить проект в следующем месяце, но там как карта ляжет, потому что все зависит от финансирования. Официально я пробуду в отпуске до следующего понедельника, а там как карта ляжет. Возможно, возьму еще несколько отгулов. И последнее выражение – «да ладно тебе». «Да ладно тебе» – это такая фраза успокоения. Ее обычно говорят, чтобы приободрить кого-то или показать, что проблема не такая страшная, или выразить легкое недоверие. В общем, она может использоваться в разных контекстах. Расскажу пример из жизни. Я увидела одну очень страшную сцену в фильме, где змея укусила человека.
Вы знаете, что я очень боюсь змей. И так вышло, что я этот момент увидела перед сном. И, естественно, когда я легла, у меня в голове возникла куча страшных картинок, и я подумала, что я не засну. И написала об этом своей подруге. На что она мне ответила: «Да ладно тебе, это же не по-настоящему произошло». Успокоила ли она меня? Вопрос риторический. Но именно это она и попыталась сделать, сказав: «Да ладно тебе». Еще примеры. Я совершила такую глупую ошибку. Вместо Маргарита обратилась к человеку как Маргарина. Надеюсь, меня не уволят. Да ладно тебе, всякое бывает. Как-то я плохо сегодня выгляжу. Да ладно тебе, хорошо ты выглядишь. Да ладно тебе, неужели это правда? И на этом у меня сегодня все. Пишите в комментариях, какие из этих выражений вы знали. И, может быть, примеры каких-нибудь выражений, которые вы хотели бы разобрать в следующих видео. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайк, если да, и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!